Сегодня в наши очумелые ручки попал агрегат фирмы Grundfos Scala 2. Продукт свежий, поставки начались только в августе. Почему Scala 2, не спрашивайте, Scala 1 никто не видел. Scala — это интересный гибрид многих устройств. Частотный преобразователь, станции первого и второго уровня подъема, мембранный бак и многое другое. В области применения можно использовать как станцию повышения давления и поддержания постоянного давления из напорных магистральных водоводов или трубопроводов. Фишка в чем? Ущербные аналоги, конкурентные типа, работают на основе мембранного бака с ограниченным объемом воды, которого иногда хватает на прием душа, иногда не хватает. При этом происходит скачок давления и прибегает новая водичка холодная в кран. А пока она не прибежала, вас поливает горячей водой. При этом попа розовеет, вздрагиваете, потом прибегает холодная вода, вы вынуждены снова ловить градус. Scala гораздо более комфортна, особенно для женского пола, которые принимают душ долго. Я понимаю, конечно, ущербные аналоги дают контрастный душ, что очень полезно для сердечной мышцы, но для всего остального, особенно каждый раз, контрастный душ принимать — это ни о чем. Неплохо. А также можно использовать для перекачки воды поддержанием постоянного давления из накопительных емкостей. Например, после систем водоподготовки, она же фильтрации воды. Или когда скважина низкодебитная накачивается ночью, а раздается днем. Также можно использовать для подачи воды из колодцев или из особых скважин, где уровень воды динамический, выше, чем 8 метров. Кроме всего прочего, заявлена возможность использовать вместе с системами полива, а также перекачивание воды, чистой воды из водоемов. Ну, это как? Это нужно целый водоем воды очистить? Ладно. Поподробнее остановимся на первом запуске и направлениях потока во время работы Scala. Для начала нужно залить воду в верхнее отверстие. Что будет дальше, посмотрим на картинке. В системе есть два обратных клапана. Первый на входном патрубке, через который Scala всасывает воду. Второй внутри системы. Первый нужен, понятно, для того, чтобы вода самотеком не выливалась из скалы. Второй нужен для первого запуска. Когда включается хитрожопая инжекторная группа, потоки перенаправляются, и инжекторная группа работает сначала как вакуумный насос, всасывая воздух, увлекая за собой воду, после чего гидравлическая часть вступает в работу, создавая давление, охлаждая двигатель, наполняя мембранный бак и уходя в систему. Для начала вода поступает вот сюда. Поступает она через резьбовое поворотное соединение. Монтажники оценят. Дальше вода попадает в гидравлическую часть. Давайте на нее глянем. Вот здесь находится гидравлическая часть. Импеллеры. Поразительно напоминают импеллеры от катеров на реактивной тяге. Сделаны из композитных материалов, которые даже лучше переносят химию и механические примеси, чем высококачественная нержавейка. Далее вода проходит вот туда, идет по кожуху охлаждения двигателя, который находится вот здесь. Двигатель на постоянных магнитах, что означает мизерное потребление электроэнергии, которое достигается путем намагничивания некоторых компонентов. Намагничивание, когда идет, там много-много ампер. Если сунешься во время процесса, выпадешь хлопьями на пол. Остатки влезут в пылесос. Далее вода проходит через камеру, смежную с мембранным баком, и выходит через выпускной патрубок. Но на этом расчлененка еще не кончилась. Вот здесь вот находятся датчик давления, температурные датчики, прочие
и мозги. Давайте на них посмотрим. Интересно. Вон мозги. Плата, шлейф. Дальше хитрые датчане использовали более мелкий крепежный элемент. У меня нет нужной отвертки. Закрываем обратно. По-русски, да. Ладно. Мы не увидим сам частотник в разборе и датчик давления. Напоминаю, частотный преобразователь встроен. Скачки давления забудьте. А сверху у нас находится блок управления. Включить-выключить, увеличить-уменьшить давление, резет. Это вот штучка Око Грюнфус. Вместе, мой повелитель, мы поработим Средиземье. Хорошая штука, сигнализирует об авариях, нормальной работе, вкупе с другой индикацией о переходе в режим программирования. Мембранный бак находится вот здесь. Мой любимый размер, чуть больше, чем пивная кружка. Ниппель для подкачки воздуха. А в наличии также вилка влагозащищенная. Снизу отверстие для вентиляции. Вентилируем мы вот эту вещь. Это решеточка для защиты от насекомых. Если засорится, нужно почистить. Закрывает она вентиляционное отверстие. Подозреваю, что оно нужно для слива конденсата. Забугорный индекс IPX4D говорит о том, что ее в теплый период можно оставлять на улице. Даже если будет проливной дождь, ничего плохого не случится. Тем не менее, нырять с ней в колодец нельзя. Но в холодный период времени, при минусовых температурах, оставлять скалу нельзя. Вода с постоянным давлением, когда будет замерзать, порвет скалу как тузик-грелку. Инструкция, как обычно, есть для тех, кто читать умеет, для тех, кто читать не умеет. Но все равно монтаж устройства очень простой. Флористка с гуманитарным образованием легко его смонтирует. И Кличко смонтирует. В общем, соберут не только лишь все. Монтируется только горизонтально. К стене прикреплять нельзя. Если вы вдруг особо привередливый к вибрациям, можно поставить его на резиновый коврик, что сильно ее снизит. Легкая настройка, индикация понятна, тупить негде. Индикаторы ошибок. Первое – это электричество, то есть либо повышенная сила тока, либо скачки напряжения. Мы не сгорим, мы уйдем в ошибку. Когда показатели стабилизируются, она будет работать снова. Вторая. Вал заклинило. Ну, понятно, да? То есть механические примеси заклинили вал. Протечка? Ну, или обратный клапан заклинило. Ошибка номер 4. Сухой ход. Загорается красненьким в случае, если вода кончилась в скважине, в емкости, в колодце. В общем, там, откуда качаем. Либо если при первом старте вы забыли воды долить сверху. 5. Избыточное давление на входе. Ну, например, у вас случайно на вход подается излишне высокое давление. Чтобы она не сломалась, встает в ошибку. 6. ошибка. Незакрытый кран. Уехали, кран забыли закрыть. Через определенное время она отрубается. 7. ошибка. Либо минусовая температура за бортом, либо вода слишком горячая, или перегрев системы. Ну и, как обычно, нажатие 2 кнопок блокирует все остальные. От советчиков, студентов, пьяных товарищей и детей. Перечислим плюсы системы. Компактность. Масенькая. Меньше любого системного блока. Влезет в тумбочку. Легкость. Любая женщина может утащить. Расход электроэнергии. Он прекрасен. Ущербные аналоги нервно курят в сторонке, а некоторые бьются в истерике.
Шумность – это один из главных плюсов этой станции. Тише нее нет ни одной. Легкая настройка и монтаж. Сломать можно. Кувалдой. Цена. На этот раз цена не подкачала. Комплектность системы. Докупать дополнительные компоненты не надо. Контроль качества. Вещь добротная. На производстве был. Впечатляет. Сервис. 24 часа от Grünfuss в наличии. При ручном отключении системы от электропитания, либо исчезновении электропитания на открытый кран, происходит всасывание обратно из шланга или из системы, что может забить насмерть устройство, либо трубы подачи. Например, если есть лохань, которой строители мешают цемент, ну или что-нибудь еще, то при отключении электричества обратно все будет засасывать. Выглядит это вот так. Сейчас болты протянем, соберем систему на стенде и посмотрим, как она работает. Но не могу я рекомендовать систему, либо продукт, если я пару штук из них не поломал. Шум замеряем. Напомним, что станция одна из самых тихих. Заявленный по паспорту шум от 47 до 53 дБ. Ошибка: превышен максимальный интервал работы. Не сработало. Мы честно тестили. Полчаса, 35 минут, 45 минут, час. И второй раз. 30 минут, 35 минут, 45 минут, час. Не сработало. Возможно, подопытный кролик был в демо-режиме. Ошибку с заклиненным валом имитировать не стали. Опасались за жизнь отвертки, которую туда засунуть надо, чтобы его заклинить. Защита от протечки работает. Защита от засора, от отсутствия воды, на всасывание, работает. Ошибка системы электропитания. Мучили резистором. Работает. Есть еще ошибка температурная. Это когда двигатель спекается в комочек, либо когда температура окружающего воздуха минусовая. Но двигатель запекать мы не стали. Слишком долго. Если температура минус 20, вам и самим понятно. Как это сказать? Нет, но если температура минус 20, вам индикация на табло не нужна, чтобы понять, что он работать не будет.